Всем привет! Сегодня на обзоре стабилизатор FUTEC G6 Max, который, по моему мнению, является одним из наиболее интересных и универсальных девайсов на рынке. На него можно установить камеру весом до 1,2 кг, закрепить смартфон или экшн-камеру. И при этом стабилизатор имеет компактные размеры, весит примерно 665 грамм и помещается практически в любую сумку. Это идеальный вариант для поездок и путешествий и вообще ситуаций, в которых важна максимальная мобильность. Тестировал я его в разных условиях на протяжении 2 месяцев, бегал с ним в теплых помещениях, океанариуме и зимой на улице в минус 20 градусов. Снимал предновогоднюю суету и новогоднее волшебство. И волшебство случилось. В Новый год в качестве подарка под елкой меня ждал необычный сюрприз. Это оказался 3D-конструктор от компании UGears, модель локомотив с тендером V-Express. Огромная коробка, 538 деталей, модель целиком собирается без использования клея, все что нужно уже в комплекте. И самое классное, этот локомотив приводится в движение, то есть заводишь его и он едет по рельсам. К счастью, в комплекте идут рельсы длиной более 2 метров, так что туду-тудум гарантировано. Мы с удовольствием собирали локомотив в новогодние праздники, в комнате стоял приятный запах дерева, мне 30 с лишним лет и я как ребенок не мог остановиться, уж очень хотелось продлить увлекательный процесс сборки. Но паровозик собран и захотелось еще что-нибудь собрать и почувствовать себя ребенком. И оказывается, на сайте ugearsrussia.ru, это официальный дистрибьютор UGears в России, есть много других 3D конструкторов, около 80 моделей, для всех возрастов и любого пола. Там есть автомобильная, морская тематика и поезда, конкретно для парней, шкатулки, королевская карета, механический цветок для девушек и многое другое. Помимо того, что собираешь все это сам из высококачественных деталей из дерева, так еще и абсолютно все модели имеют подвижную конструкцию и свой собственный функционал. В общем и целом это отличный подарок всем и каждому. Переходите на сайт по ссылке, указал в описании под видео, применяйте промокод YouTube21 и приобретайте любые модели на 20% дешевле в официальном магазине ugearsrussia.ru. Также скоро на канале выложу полный обзор и процесс сборки локомотива. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить увлекательный процесс создания символа индустриальной революции локомотива с тендером V-Express. FUTEC G6 Max поставляется в белой коробке с минимальным количеством информации. В белом конверте находится приглашение в Хогвартс. А нет, там инструкция и брошюрки. Инструкция, к сожалению, на английском и на китайском, но я вам все покажу, что к чему. Далее нас встречает кейс из пенополипропилена суперлегкого ударопрочного материала. Ручка не предусмотрена, так как кейс должен лежать в рюкзаке. Под крышкой прячутся сокровища. В отдельной коробочке находятся крепление-адаптер для камеры типа GoPro Hero с винтом, адаптер для телефона, кабель для камеры Canon Type-C на Type-C, кабель для камеры Panasonic Type-C на DC 2.5, кабель для камер Fujifilm Canon Type-C на TRC 2.5, кабель для камер Sony Type-C на Multi-USB и кабель для камер Canon Type-C на микро, крепежная пластина, USB-C кабель для зарядки, тренога хорошего качества и стабилизатор с дисплеем и прорезиненной ручкой. Она удобно ложится в руку и устойчива к высоким и низким температурам. Особенно это актуально во время съемок на морозе. Комплект очень богатый, все необходимое имеется, что радует. Не надо дополнительно бегать и докупать аксессуары. Стабилизатор для фото и видео FUTEC G6 Max выполнен полностью из металла, что очень приятно для руки. Резиновые накладки добавляют комфорта при работе. Кстати, мне данное исполнение очень напоминает рукоятку стабилизаторов DJI Ronin. Очень легкий для своих возможностей, 665 грамм, внизу расположилось отверстие со стандартной резьбой 1/4 дюйма, к нему прикручивается тренога или любой другой девайс с подходящим винтом. Спереди находится экран, под ним джойстик, спуск затвора и функциональная клавиша. Слева имеем нажимное колесико с бесконечной прокруткой. Справа запуск питания, кнопка выбора режимов камеры и Type-C порт для зарядки стабилизатора. Сзади курок. Также по бокам имеется резьба 1/4 дюйма для крепления различных аксессуаров. Следующая часть гимбала – это стабилизирующий механизм в виде карданного подвеса. Здесь находится мотор для панорамирования с полным диапазоном 360 градусов. Этот мотор позволяет подвесу вращаться до 330 градусов. Третий мотор позволяет вашему устройству вращаться на 280 градусов вокруг его продольной оси по горизонтали.
На площадке для крепления устройств имеется еще один порт Type-C для зарядки и подключения гаджетов. На каждой из осей есть отдельный блокировщик, и это очень удобная штука. В таком заблокированном состоянии конструкция, во-первых, занимает меньше места, во-вторых, детали подвеса не болтаются и не бьются. И вообще это очень выручает при транспортировке, особенно если вы не хотите с собой везде таскать кейс. Первым делом установим фотокамеру Sony весом 690 грамм. Берем монтажную пластину и закрепляем ее на фотокамере. Далее пластину вставляем в салазки площадки на гимбале. Осталось поймать баланс, поочередно регулируя кронштейны. Для удобства в настройке можно блокировать оси по очереди. В конечном счете должно получиться так. Включаем, проверяем. Все работает. Чтобы закрепить смартфон, необходимо использовать комплектное крепление. В инструкции нет информации, как правильно должен быть сбалансирован смартфон. Samsung Galaxy S21 Ultra удалось сбалансировать только таким образом. Конечно, хочется, чтобы было вот так, но не получается. И по опыту использования гимбала S5B, обзор есть на канале, смартфон должен быть направлен вниз экраном. В таком положении проблем со стабилизацией не было. И экшн-камера. Все работает. Стабилизатор включается зажатием кнопки питания. На экране отображается статус подключения по Bluetooth, Wi-Fi, уровень заряда аккумулятора, проводное подключение к камере, режим работы колесика и режим следования. Сразу после включения стабилизатор начинает работать в режиме следования по горизонтальной оси. На экране этот режим отображается как HF. Однократное нажатие блокирует все оси. В заблокированном режиме, куда бы вы ни наклонили стабилизатор, камера или телефон будут неподвижны. Двукратное нажатие переводит стабилизатор в режим следования по двум осям. А трехкратное активирует режим полного следования. Подвес крутится в любом направлении. С помощью многофункционального колеса можно вращать подвес по трем осям. Для выбора вращения или наклона нажимаем на колесико. Выбранный режим отображается на экране стаба. С помощью этого колесика получается плавная проводка. Если зажать колесико, то включится режим зум. Он будет работать только при сопряжении смартфона или камеры со стабом. Я протестировал зумирование на смартфоне через фирменное приложение, и оно тут ужасное. Зумирование происходит рывками, нет никакой плавности. Возможно, зум будет плавно работать при подключении камеры посредством кабеля. Помимо этого, колесиком можно регулировать фокусное расстояние, баланс белого, ISO и значение экспозиции. Все это будет работать только при подключении камеры к стабилизатору. Курок на тыльной стороне тоже таит различные функции. Если зажать курок, то включится спортивный режим отслеживания, то есть можно быстрее наводить на движущийся объект. Двойное нажатие возвращает подвес в исходное положение, в том числе сбрасывается режим следования. Тройное нажатие развернет камеру в вашу сторону, и можно будет делать селфи или снимать себя. В меню настроек можно включить режим Inception. Это автоматическое вращение. На выбор имеется однократное вращение на 360 градусов вправо или влево и бесконечное вращение. Там же можно настроить скорость вращения. Функция прикольная, добавляет необычный ракурс и движение в кадре. В общем и целом, снятые кадры таким образом разнообразят скучный видеоряд. Далее есть портретный режим для вертикальной съемки. Стабилизатор нужно держать горизонтально и нажать джойстик вправо. Этот режим будет интересен тем, кто много снимает видео для Instagram или TikTok. Режим таймлапс по точкам. Здесь он работает независимо от закрепленного видеозаписывающего устройства. И это жирный плюс. Сейчас все расскажу. Закрепляем смартфон или камеру на гимбал, причем сопряжение между ними не требуется. На устройстве настраиваем режим таймлапс. На стабе переходим таймлапс, set road. Далее вращаем подвес. Это будет начальная точка. Жмем джойстик вправо. Далее устанавливаем конечную точку. На смартфоне или камере запускаем режим таймлапс. На гимбале жмем вправо на пункте Set Ending. Начнется автоматическое движение подвеса по заданным точкам. И вот что получается.
Но если вы хотите настроить длительность и скорость вращения подвеса в режиме таймлапс, то необходимо подключить телефон к стабу и в настройках задать нужные параметры. Все настройки сохраняются в стабилизаторе. Идем далее. Нажав на кнопку питания 2 раза, попадем еще в одно меню настроек. Здесь настраивается сила вращения 3 моторов. От этих настроек зависит качество стабилизации. Если выкрутить все на максимум, начнется тряска устройства. Если на минимум, может произойти срыв и стаб уйдет в ошибку. Есть пункт адаптации. Автоматически настраивается сила моторов по весу устройства. Из опыта скажу, что автоматическая адаптация происходит некорректно, поэтому приходится вручную настраивать силу моторов для различных устройств. Например, телефон начинает трясти при определенном наклоне или повороте. Я фиксирую, какой мотор вызывает тряску, и произвожу настройку силы мотора. После все работает без нареканий. И да, после замены на новое устройство придется снова настраивать силу моторов. Далее настраивается скорость вращения колесиком, пункт настройки камеры и перезагрузка стаба. Этим пунктом приходится иногда пользоваться. Бывает, при включении подвес гимбала сам по себе начинает медленно вращаться, и только такой способ устраняет данную проблему. Далее на выбор доступен китайский или английский язык меню. Камеру можно подключить как по Wi-Fi, так и напрямую кабелем. Список поддерживаемых камер указан на сайте производителя, ссылку оставил в описании под видео. Подключение по Wi-Fi простое, трудностей не должно вызвать. Для смартфона имеется фирменное приложение FiiOne, доступно как для Android устройств, так и для iOS. Смартфон подключается к стабу через Bluetooth соединение. Первым делом нужно обновить прошивку стабилизатора, так как в первых версиях прошивки были проблемы со стабилизацией. На главном экране в приложении имеется джойстик управления, калибровка по горизонту и выбор одного из 4 режимов слежения. Из этого меню происходит подключение камеры к Wi-Fi сети. Выбираем производителя и модель. А также тут есть полные настройки стабилизатора. В пункте настройки джойстика настраивается скорость вращения подвеса при управлении джойстиком. Настройка силы мотора по 3 осям, настройка скорости слежения, калибровка по горизонту, настройки таймлапс, которые будут сохранены в самом стабилизаторе, настройка действия при зажатии курка – это быстрое слежение по умолчанию, блокировка по всем осям или следование по 2 осям. Также есть настройка кнопки изменения режимов следования при нажатии 1, 2 и 3 раза. Переходим в режим камера. Это переключение между фото и видеосъемкой. Здесь скрываются интересные функции. В режиме фото доступны панорама в 360 градусов, 180 градусов. 3 вида панно. Вот такой эффект размытия. Эффект прозрачных движущихся объектов. В режиме видео здесь можно снять короткий ролик зумирования. Включить статичный таймлапс, также снять эффект размытия. Это смена камеры между основной и фронтальной. В дополнительных параметрах выставляется таймер затвора, боди улучшение, включение вспышки, можно включить сетку, золотое сечение, поставить центральную точку. Все это поможет соблюдать правила третей. Включить HDR режим, применить различные фильтры, использовать искусственный интеллект обработки изображения, и здесь он реально работает. Жестом можно активировать затвор. В дополнительных настройках включить профессиональный режим. На экране появятся дополнительные настройки, где можно вручную выставить фокусировку, настроить баланс белого, ISO, экспозиционное число и зум. Активировать сохранение панорамы без сжатия. Включить звук при нажатии затвора. Выбрать устройство записи звука, это либо смартфон-камера или внешний микрофон. Выбрать разрешение записи видео, возможно писать в 4К 30 кадров в секунду. Настройка качества панорамы. Также можно активировать режим слежения. Для этого отмечаем на экране объект слежения. Нажав на шестеренку, попадем в меню настроек скорости слежения за объектом. Приложение интуитивно простое и у меня работает стабильно, вылетов не было, но я больше использую стандартное приложение камеры на смартфоне. Все повороты, наклоны, портретный режим и таймлапс работают без сопряжения с гимбалом. Если подключить по Bluetooth, то на стабе кнопкой затвора можно делать снимки или включать запись видео. А вот зум, к сожалению, не работает. Идем дальше. Объем аккумулятора 2200 мАч, хватает на 8-9 часов съемок. Это если правильно откалиброван стаб. На морозе в минус 20 гимбал разряжается быстрее и чувствуется, как напрягаются моторчики, но плавность все равно присутствует.
Для зарядки нужно использовать адаптер 5 вольт 2 ампера. Нельзя использовать адаптеры для быстрой зарядки. Время зарядки около 3 часов. Стабилизатор неплохо отрабатывает все мелкие подергивания и берет на себя движение с большей амплитудой. Полученный материал будет однозначно с более плавной картинкой, чем без трехосевого стабилизатора. Но стабилизатор не позволит снимать совсем расслабленно или игнорировать тряску полностью. Оператору все так же следует двигаться без резких движений. Подводя итоги, скажу, что главным плюсом стабилизатора Footage G6 Max является концепция совмещать несколько устройств в одном, и это очень круто. Теперь в путешествие не надо брать отдельный стаб для камеры и для смартфона. Такой стабилизатор вряд ли подойдет для серьезных постановочных съемок, но для путешествий и каких-то поездок, мероприятий, где нет возможности с собой таскать много техники, он просто идеален. С точки зрения мобильности, у него сейчас нет конкурентов, плюс в него можно поставить вполне серьезную камеру. Ссылку на данный стабилизатор оставил в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!